кабель весь полностью в гофре. Я его понес в дом. А на другой стороне у нас кабель затягивается в гофру без помощи второго человека. Дальше уже, где у нас размотчик? Ты унес размотчик, да? Всех приветствую, меня зовут Александр. Мы находимся в ЖК Каскад Парк. У нас здесь объект таунхаус. И нам нужно затянуть сегодня километр 200 кабеля вот в эту гофру, в ДКС, ПВХ и ПНД. Немного слаботочки будет. Сегодня я покажу, как мы затягиваем своим способом наши наработки. Поехали. Первое, с чего начинаем, берем кабель. Очищаем его от упаковки. Она нам не нужна. Кладем на размотчик. Размотчик у нас вот такой. Примитивное устройство. Абсолютно. Крутится. Дальше нам нужно взять кабель с внешней стороны и зачистить его на небольшое расстояние. Вот. Можно делать это кабелерезом. Можно специальным стрипером. Ну вот, если ничего нет, вот таким вот образом подкручиваем. Отрезаем две жилы. Одну жилу мы сворачиваем. Сворачиваем вот в такую петельку. Такая петелька должна получиться. Вот, продеваем ее вот сюда. Теперь гофру распаковываем. Распаковываем гофру. Дальше с внутреннего кольца берем нашу гофру. Если она на конце замята, просто подрезаем ее. Подрезаем до того, как у нас окажется протяжка. Протяжечка. Протяжка есть. Продеваем ее вот в эту петельку. И вот такими движениями наматываем ее там несколько раз. И очень важно остаток стальки заправлять не в эту сторону, а вот в эту. Потому что она будет, когда заходить, она не будет цепляться за гофру внутри. И под корень ее откусываем. Должно получиться вот так. На всякий случай подматываем это место изолентой. Ну, если вы делаете все правильно, то можно и не подматывать, но на всякий случай все-таки стоит промотать. Таким вот образом. Все, у нас готово. Можно отрезать крепление кабеля. Важный момент. У многих ребят видел, как они разматывают гофру. Они кладут ее на барабан, на размотчик и идут с ней на 100 метров. Я считаю, в принципе, это излишним. Если нужно быстро сделать, просто вот разматываем ее таким образом. Берем и с внутреннего кольца, получается, начинаем разматывать. Идем так, получается, все 100 метров. У нас на конце гофры будет сталька. Мы просто ее берем, за нее. За гофру не берем, просто за стальку. И идем, тянем. Гофра расправляется сама. Ей помогать не нужно, просто берем и тянем за стальку. Отходим на 100 метров. Мы сейчас попробуем затянуть в одного человека без помощи второго. Для этого нам потребуется просто бухта кабеля. Мы ее положим вот сюда на гофру, чтобы гофра никуда не убегала у нас. Вот размотчик стоит. Теперь на другую сторону я пойду и будем там тянуть. Погнали. Затягивать будем таким устройством нехитрым. Посмотрел у Виталия, Виталий мне подсказал.
Да, у него у самого есть ролик, как он затягивает 100 метров. Вот, я ссылку оставлю в описании к ролику. Вот. На коленках быстро буквально нужно было сделать, особо не заморачиваясь над красотой. Главное, чтобы функционал работал. По сути, здесь подшипник находится. Вот. Сюда будет наматываться сейчас сталька. Вот. Сюда вставим головку и будем шуруповертом крутить. Вот. Для этого сейчас ее немного вкопаем в землю. Берем протяжку, вдеваем ее в отверстие, подготовленное в этом кружке из фанеры. Так вот мы ее завязываем и начинаем потихонечку затягивать, так как у нас на другой стороне никого нет. Так просто потихонечку тянем. А на другой стороне у нас кабель затягивается в GoPro без помощи второго человека. Мы близки к концу. Оп! Все, у нас все получилось. 100 метров затянуты. Далее отрезаем. Не забываем на кабеле сделать такой загиб, чтобы когда мы будем наматывать на барабан наши 100 метров, чтобы кабель не убежал. Так идем и затягиваем каждые 100 метров. Так, дорогие друзья, мы затянули километр 100 кабеля в гофру. У нас образовался вот такой кокон. Можно было, конечно, больше, здесь много места есть. Но жестить уж не стали. Сейчас открутим его и поменяем трубу. Таким образом мы ее откручиваем. Шуруповерт у меня там остался, поэтому вручную. Все вручную. Так, мне нужны кусачки. Кабель здесь. Лучше кусачки. Здесь, куда мы заправляли, нужно откусить, чтобы высвободить наш кружочек. Оп. Момент истины. Вот такой вот у нас кокон получился. Ну, тяжелый, килограмм 5. Можно так вдарить нормально кому-то. В принципе, все, он идет в мусорку. Нам нужна новая труба. Обычную полипропиленовую трубу взял. Забыл, ножницы в гараже по пластику, по трубам. Будем так вот колхозно выкручиваться. Просто надрезаем. Нам тут эстетика не нужна, ровность особо тоже. Так вот сломали, одели, поставили и закрутили. Так, гайка. Так, у нас одна гайка, да, там? Две же было, да? Смотри, у меня одна высветилась. Думаю, ничего страшного. Одна так одна. Так. Ну, особо нам закручивать не нужно, по-моему. На всякий случай я подкручу. Вот и все. Идем затягивать дальше. Итак, весь кабель полностью мы затянули. Сейчас будем его наматывать на этот барабан. Примитивное устройство. Собрали на коленке там за полдня. Вот. Он там переделывался, но тем не менее работает до сих пор. Там второй год вот ему, или третий уже, я не помню. Вот. Сейчас будем затягивать. Обычно мы накручиваем вдвоем при помощи. Я беру шуруповерт и кручу, а второй человек контролирует намотку. Ну, так как второй человек у нас снимает, попробуем мы в одного человека все делать до конца. Для этого мы сейчас ставим сюда кабель. Поднамотаю я немножечко. Немножечко.
будем затягивать. Здесь проблема, конечно. Вот таким вот образом. Желательно последовательно наматывать. Ну, мы сейчас вам покажем, мы будем вдвоем наматывать. Вот он. У нас готово 100 метров. Дальше что мы делаем? Снимаем этот барабан. Вторая часть зафиксирована просто саморезом обычным. Снимаем его. Вот так вот. Сняли. Теперь сматываем, фиксируем скотчем, чтобы у нас не разлетелось. Одному тоже это неудобно делать, лучше вдвоем. Ну, как временное крепление подойдет. Все, готово. Дальше уже, где у нас размотчик? Ты унес размотчик, да? После того, как смотали уже на объекте, нужно будет взять размотчик. Размотчик, конечно, хотелось бы побольше под такие бухты. Но, тем не менее, можно и таким. Нужно будет поставить крайний конец. Ну, вот, конец с большого круга. Сюда засунуть, разорвать скотч и просто вытягивать. И все, и монтировать кабель по полу, либо по потолку. Уже будет очень просто. Итак, мы закончили. Кабель весь полностью в гофре. Вы пишите в комментариях, как вы затягиваете кабель, свой способ, или покупаете уже готовый кабель в гофре. Ставьте лайк к видео, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм-канал. Скоро будет видео по этому объекту, как мы выполняли электромонтаж. Всем пока! Так, мы закончили. Кабель весь полностью в гофре. Я его понес в дом. Красиво. Смешно, да, смотрится? Может, я полегче возьму, слаботочку? Да, горбатый.